Так, ну давайте начнем немножечко по вопросам. Как Дин поладил с Джеем? Ну вообще Дин с Джеем стали друганами. Сейчас я покажу. Вот такие вот они устраивают дикие игры. Носятся, грызутся. Ну не серьезно грызутся, а так, в шутку. И могут это часами делать. Тягают игрушки и так далее и тому подобное. Мы вообще очень переживали, потому что знаем, что Дин у нас такой очень единоличник, эгоист. И сначала так и было. Сначала Дин как бы игнорировал Джея. Вот буквально на самом деле несколько месяцев назад все изменилось, и они подружились, в общем. Был интересный момент. Мы оставили Джея дома, а сами с Дином пошли гулять. И это пару месяцев назад было. И Дин ходил по пляжу, ходит такой, все время оборачивается. А где же Джей? Где же Джей? То есть не мог понять, то есть уже настолько привык он к нему, что не мог понять, а почему мы без Джея гуляем. И пришли домой, и тут устроили любовь, облизывал его, целовал. И я думаю, что примерно в этот момент как бы у них Дин осознал все-таки. Все-таки осознал, что такое братские узы. Потому что сейчас вообще у них отношения отличные. То есть они и раньше как бы не дрались, ничего, но теперь стали больше времени вместе проводить, спят вместе, днем могут на солнце валяться вместе, ну и так далее и тому подобное. Поэтому можно сказать, что такое привыкание у Дина уже закончилось. Заняло оно, конечно, прилично времени, то есть все это там 4, может быть, месяца примерно вот таких вот сначала достаточно холодных нейтральных отношений, пока вот они, условно говоря, не сблизились. Но, насколько я понимаю, что это достаточно нормальная ситуация. Примерно то же самое было и у Круза с Дафни. Круза ее игнорировал сколько? Полгода почти. Ну, видимо, это стандартная история. Жарковато мне немножко. Кондиционер забыл выключить. Я уже рассказывал, да, в видеороликах, что здесь нет центрального отопления. И отапливаться приходится с помощью кондиционеров. И получается, что очень сложно точно это отстроить. Как солнце светит, так и кондиционеры работают. Иногда бывает слишком жарко, иногда бывает слишком холодно. В общем, это, конечно, один из минусов Черногории, вот эта система отопления, точнее ее отсутствие. Дома, конечно, гораздо удобнее. С батареями, со всеми этими делами. Вообще, конечно, в этом году минусы Черногории проявились немножко сильнее, потому что, вы понимаете, из-за коронакризиса, да, вылезли какие-то мелочи, которых мы в прошлом году не замечали. Допустим, стало гораздо грязнее, неухоженнее, потому что страна в глубоком экономическом кризисе. Вот такая ситуация. Здесь до сих пор прекрасно, но как бы в прошлом году было как-то повеселее. Так, вопрос. Бывает ли акклиматизация у собак? Как Дин и Джей перенесли полет из российского ноября в Черногорский? Вообще интересный вопрос. Как таковой именно акклиматизации, наверное, не было. Но Дин у нас зимой в России всегда впадает в такое состояние, мы называем это зимняя спячка. То есть он вообще ничего не хочет ни гулять, не хочет ни играть, ничего не хочет. Мы вот это уговариваем барыню с выхода, устраиваем, чтобы он пошел погулял. И это нормально, вот как раз это с октября-ноября до весны, это его нормальное состояние. Здесь же мы когда приехали, здесь было еще тепло, по сути лето было, и он, конечно, был очень рад. Мы только когда вышли из такси, подъехали к дому, и он уже вышел, и у него просто хоть темно было, он стоит и поверить не может, что мы все-таки сюда приехали. Потому что тогда тоже теплынь была, конечно, классно было. Его первый поход на пляж, но вы наверняка видели это во влоге. Он был очень доволен, очень рад. То есть акклиматизация именно такой, что там ему плохо было или что, не было, конечно. А наоборот, то есть полные штаны счастья и так далее. Конечно, зимой ему здесь нравится гораздо больше, потому что можно гулять по пляжу, тепло,
нет снега, нет этой слякоти, потому что я с ужасом вспоминаю, конечно, когда вот, знаете, мокрый вот этот снег, и его нужно выводить, и, ой, так жалко его. В общем, я думаю, что Дин очень рад. Ну, а Джей тоже, конечно, рад, но он-то, наверное, и не понимает, что бывает как-то по-другому. Он думает, что зима всегда такая. Наивный, да, чукотский школьник. Так, как они перенесли полет? Ну, опять же, это было во влоговом видео, но полет перенесли просто идеально. Особенно Джей, потому что он вообще продрых почти все время там полета в аэропорту в Турции. Аэропорт Турции, конечно, очень кайфовый. Мы были в новом вот этом аэропорту Стамбула, где базируются только турецкие авиалинии. Очень крутой аэропорт, очень большой, и полетов было не так много, видимо, из-за коронакризиса, и поэтому мы нашли себе классные места, такие даже, можно сказать, там были лежаночки, и очень классно было. У Дина была, конечно, проблема, то, что он не мог сначала сходить в туалет, он не привык ходить в помещение в туалет. Мы очень долго искали там комнату специально для собак, нашли ее потом наконец, и через много-много часов все-таки он это сделал. Ну, мы, конечно, нанервничались из-за этого. Как вы знаете, Дина только недавно прооперировали с его камнями, ему вообще нельзя терпеть. В общем, нанервничались, но в следующий раз мы, конечно, не полетим с таким большим временем ожидания. Напоминаю, что мы в Стамбуле провели около 13 часов. То есть, если сейчас вдруг нам придется отсюда, из Черногории, опять не ехать на машине, а улетать, в крайнем случае, конечно, такая опять ситуация возможна, потому что вы видите, что происходит. Не знаю, что будет завтра, опять с границами, со всеми делами. Поэтому такую ситуацию, такую возможность мы допускаем, что придется опять бросить здесь машину и улететь на самолете. То мы, конечно, полетим каким-то другим способом, возможно, там лучше 3 перелетами, там через Белград или Стамбул, Москва, потом только в Ростов, но с таким длинным временем ожидания не будем. Вот. Так что пользуйтесь нашим опытом, не повторяйте наших ошибок, не все собаки могут сходить в туалет в помещении, и нужно быть к этому готовым. Вот интересный вопрос про наш карантин, как у нас тут проходит. Я уже писал, точнее, Дин уже писал пост о том, что нас посадили на новый карантин. Сначала посадили только наш город, Будва, потом, Будву и Тиват. Потом начали в нашу компанию еще добавлять города. И на самом деле на бумаге очень строгие меры. То есть первое, нам запрещен выезд из нашей общины. Община это как бы район. Район это в местных рамках, в рамках России это сельское поселение, муниципальное образование, да. Вот нам запрещено выезжать из Будвы. То есть мы можем в Будве быть, можем ходить там в Бечичи, можем еще куда-то, но уехать в Котор или в Тиват мы уже не можем, потому что они находятся в других общинах. На границах общин стоят посты и не пропускают вроде как никого. Но сейчас ходят слухи, что не все так страшно. Второе, нам запрещено выходить без надобности на улицу. Да? Но это тоже очень расплывчатое понятие, что значит без надобности. То есть в магазин сходить это надобность, да? С собаками гулять тоже можно. И я так смотрю на улицу, что народ особо вот это правило именно не соблюдает. Очень много ходят, гуляют, как раньше практически. То есть это такие не очень строгие правила. Что со строгими правилами, самое строгое и самое неприятное правило, то что у нас закрыли все магазины, кроме продуктовых и аптек. То есть все, они закрыты. И вот сейчас мы находимся в ситуации, что нам надо снимать новый видеоролик, а мы не можем купить просто реквизит. Притом мы не можем купить реквизит для одного ролика, для второго. И пришлось сейчас придумывать новый видеоролик, в котором будет задействовано минимум реквизита, который мы там худо-бедно сможем как-то найти. Опять же, пока не представляю как. По продуктовым разным магазинам пойдем, с косметикой. Вот с косметикой магазины тоже, которые работают. Пацаны. Но вот эти магазины, где мы традиционно покупали реквизит, все закрыты.
Плюс с вещами, конечно, тоже засада получилась. У меня тут кончились носки, протерлись штаны, естественно, к этому времени. И нужно было бы сходить в магазин за обновками, но все магазины закрыты. Это, в общем, неприятно. Неприятная ситуация с этим карантином. И помимо магазинов закрыты все кафешки. То есть вот сегодня была прекрасная погода, плюс 17 градусов. Мы ходили за продуктами, кайфовали, просто вышли, посидели на море. И вот хочется прям сесть в кафешечку за столик, выпить бокальчик вина или там кофе. Но без вариантов, все закрыто. Ориентировочно у нас все это продлится до 26 февраля, то есть уже совсем скоро. Тут раз в 2 недели обновляют карантинные мероприятия. Возможно, их отменят, возможно, не отменят. Ну, конечно, еще очень странная ситуация, то, что сейчас заболевших в целом по стране меньше, чем когда мы приехали сюда. То есть, когда мы приехали в Черногорию в ноябре, было 10 тысяч заболевших. Сейчас у них 8 тысяч заболевших, и они устанавливают более строгие карантинные ограничения. Ну, то есть, это прям странно. Очень странно. Ну, наверное, так надо. Как мы гости в этой стране, то мы должны подчиняться этим правилам. На рожон не лезем, в общем, и живем, как жили. В принципе, помимо вот закрытых магазинов и таких вот запретов на выезд из общины, нас особо ничего не касается. Комендантский час у нас тоже с 9 часов вечера нас не касается, потому что мы уже в любом случае находимся дома, с пацанами гуляем без проблем, потому что с собаками выходить можно даже в комендантский час. Так что это тоже как-то нас особо не коснулось. Но вот магазины — это очень неприятно. Так, какие у вас планы на 2021 год? Куда планируете поехать? Планируете ли поехать в этом году на такс-парад? Отличный вопрос, потому что планы у нас обширные, как всегда, постоянно меняются. Во-первых, мы планируем отсюда как-то выбраться. Очень хотелось бы выбраться на машине. Поэтому не было бы никакой проблемы, если бы у нас была действующая шенгенская виза, но наша шенгенская виза закончилась еще в прошлом году, а новую перед отъездом из России мы получить не смогли, потому что тогда были закрыты все визовые центры. Ребят, успокойтесь, пожалуйста. Ир, можешь взять кого-нибудь из них? Вы очень громкие, ребята. Визовые центры были закрыты, и мы не смогли получить шенгенскую визу. Поэтому сейчас мы будем пытаться получить визу здесь. Иди ко мне, Джей. Давай. Ага. Поэтому сейчас мы будем пытаться получить визу здесь, в Черногории. Здесь есть возможность получить визу, но только транзитную. Ну, соответственно, нам большего и не надо. Вот сейчас 26 числа, надеюсь, у нас ограничения на перемещение между общинами снимут. Потому что не хотелось бы все-таки их нарушать, даже если они не очень действенные. Мы поедем в Подгорицу, в посольство Словении, где мы попытаемся получить визу. Получим шенгенскую визу транзитную и уедем домой. Мы планируем отсюда из Черногории дергать где-то 15 апреля. У нас квартира проплачена где-то до 20 или 21 какого-то апреля, 25. Возможно, Люба с Димой останутся здесь еще подольше и полетят домой на самолетах. А мы поедем на машине с Ирой и ребятами. Приедем в Ростов, побудем, наверное, месяцок, да, Ира, в Ростове? Что? Месяцок в Ростове побудем. Ну, если такс-парад будет, то да. Если Да. Да, если будет такс-парад, кстати, напишите в чат, вообще такс-парад-то в этом году предвидится или нет, потому что очень хотелось бы, конечно, его посетить. Вот, если будет такс-парад, то мы, получается, месяц проведем в Ростове, встретимся там с друзьями, сходим, полечим зубы и отправимся в Питер. В Питере мы планируем пробыть все лето. То есть, ориентировочно, получается, с 20 мая или с 1 июня где-то до 20 сентября. То есть планируем там задержаться на все лето, пожить, посмотреть. Нам с Ирой очень нравится Питер, и давно мы этого хотели. И тут прекрасная возможность. Как раз, надеюсь, все-таки состоится чемпионат по футболу. Может быть, удастся даже туда попасть. Я не знаю, как там сейчас дела стоят с билетами, какая будет загруженность стадионов и так далее. Но было бы очень интересно. Да, малыш, ты хочешь в Питер? Тем более Джей у нас еще ни разу не был в Питере. Скажи, я думаю, что я полюблю город на Неве, да?
Вот, после этого, конечно, мы опять поедем в Ростов. И вот здесь вот начинаются вопросы, чем мы будем заниматься дальше. Вариантов, как всегда, много. Можно поехать и в Черногорию, можно поехать и в Албанию, можно остаться в России, да, остаться в Сочи, допустим. Потому что в Ростове, конечно, зимой не очень приятно. То есть вариантов много. Мы рассматривали также вариант с поездкой в США. Хотели здесь, в Черногории, получить американскую визу и уехать на зиму в США, в Южные Штаты. Но что-то как-то с этими ограничениями карантинными прикрылось посольство здесь на выдачу виз. Поэтому американскую визу у нас здесь получить не светит. Так что пока планы такие. Едем домой, отдыхаем, едем в Питер, возвращаемся домой, отдыхаем и едем куда-то в хорошее, теплое место. Вот. Пока такие планы. Если есть какие-то у кого-то идеи по видеороликам в Питере, какие-то интересные места вы знаете, где можно снять видео, обязательно пишите в комментариях. Все мы рассмотрим. Может быть, сделаем какое-то интересное видео с вами там, или с вашим бизнесом, с вашими какими-то увлечениями. В общем, все возможно. Пишите обязательно в комментариях. Так, сейчас у вас большая команда в Черногории. Вы и дальше продолжите работать этой командой? Или Люба и Дима после Черногории останутся в Ростове? Хороший вопрос. Я думаю, что вообще как бы Дима работает с нами, да, постоянно, на постоянной основе. Он помогает мне со сценариями, помогает во время съемок, там немного учится по мелочи у меня, монтирует влоги и так далее. И у него такая, скажем, работа, что нужно вот находиться постоянно с нами. Потому что то же самое написание сценариев, это чаще всего такой мозговой штурм, когда вот мы сидим все вместе и накидываем какие-то идеи, набрасываем, что-то отметаем, что-то принимаем. И хорошо бы, конечно, вот вместе находиться. Люба, она меньше задействована во всем нашем продакшене. Она, как мы говорим, что она няня, бэйбиситер. И она помогает с Инстаграмом. Пинает меня, пинает пацанов, чтобы они почаще писали посты для Инстаграма и так далее. И она вполне может этим заниматься удаленно, поэтому Дима, конечно, поедет с нами, я думаю, а Люба поступит как захочет. Может, останется в Ростове, может быть, приедет к нам в Питер, может быть, как-то будет совмещать все эти дела. Может, вообще она захочет в Черногории остаться. Люба уже взрослый человек, пускай решает сама. Тут два вопроса очень похожих, сейчас сразу на них отвечу. Джей уже определился, он больше папин пес или мамин? И с кем спят больше ваши таксы? И вот это вот очень мне обидно, но обе таксы Иру больше любят, чем меня. Я не знаю почему. И спят оба с ней, и играют больше с ней, и видно, что любят ее больше, чем меня. Вот это настоящее предательство. Я Дину всегда говорю, что я его единственная константа в жизни. Я единственное, что у него в жизни было вот все время. И вот он так со мной поступает. Джей-то ладно, он еще молодой, еще ничего не понимает в жизни. А вот Дин, вот это вот обидно, конечно. Ну, то есть понятно, что спят они с Ирой и любят больше ее. Ну, мужчины не плачут, поэтому я переживу. Так, вот еще классный вопрос про Джея. Научился ли Джей ходить на поводке? Я думаю, многие, да, видели вот эти вот его смешные попытки походов на поводке, когда ты надеваешь на него поводок, и он встает вот такими глазами и никуда не идет. Ну, это, конечно, такие щенячьи вещи. То есть сейчас он прекрасно ходит на поводке. Но самое смешное, как мы его научили ходить на поводке. То есть вот он никак не поддавался. То есть ты только надеваешь поводок, и вот все, он стоит и не хочет никуда идти. Либо там бежит как сайгак, то есть не слушается совершенно. Мы решили, что, ну, может быть, ему лучше купить шлейку, и будет в шлейке ему удобнее ходить. Одели на него шлейку, пошли в ветеринарку, купили шлейку, одели. Все стало еще хуже просто. Он вот падал на спину, типа, что вы со мной делаете, что вы на меня одели, это какой-то ужас. Мы такие, ладно, все, сняли с него шлейку, одели на него ошейник, и все.
и собаку подменили. Он такое ощущение, что подумал, ой-ой, лучше я буду на ошейнике ходить, чтобы на меня шлейку больше никогда не одевали. И вот с тех пор, ну это уже, не знаю, месяца, наверное, 3 или 4 прошло, то есть все, он прекрасно ходит на поводке с ошейником, никаких проблем. А буквально вот несколько недель назад мы его все-таки приучили и к шлейке ходить. То есть парень растет, парень молодец, парень учится. В общем, все хорошо у него в этом плане. Как праздновали 1 миллион подписчиков на YouTube? И снимали ли это событие для влога в момент, когда кнопка перещелкнула на миллион? Сначала ответ: да, мы снимали это все на влог. И да, мы снимали именно этот момент, когда случился 1 миллион подписчиков. Я больше скажу, что вообще это очень сложно поймать, да, такое число ровным. Потому что ты сидишь там, обновляешь статистику, и там постоянно то плюс 5 подписчиков, то минус 2 подписчика. То есть эта цифра все время колеблется, да, то есть тренд все время восходящий, но в целом она колеблется. И вот в какой-то момент мы обновляем статистику на YouTube, и там 1 миллион, 0,0000, то есть ровно 1 миллион. Конечно, было очень приятное чувство. Вообще, до того, как случился 1 миллион, то есть там за неделю до этого, мы такие ходили и рассказывали, ну вот, наверное, это все-таки уже не то, наверное, мы 100 тысячам подписчиков все-таки радовались больше, чем миллиону. Но хочу сказать, что нет, конечно, когда все ближе приближался этот заветный день, заветный час, волнение было все больше, было все интереснее, хотелось, чтобы это случилось быстрее. Конечно, это очень приятно, это очень большое достижение. Когда мы начинали вообще всю эту идею с каналом, со всеми делами, во-первых, мы это начинали, конечно, я рассказывал как хобби. Во-вторых, я не думал, даже не мог предположить, что когда-нибудь у нашего канала будет 1 миллион подписчиков. Это просто, это практически как наш город Ростов. Это больше, чем живет людей в Черногории. В мире нет стадиона, который бы мог вместить столько людей. Это только некоторые open-air площадки. Это просто какое-то безумие. Это очень приятно, что столько людей по всему миру смотрят наши ролики, любят наших ребят. Это классно, это очень приятно. Мы все это снимали, вы все это увидите во влоге. У нас на самом деле отснято уже просто какое-то безумное количество крутых влогов. Уже сейчас 2 загружены на YouTube, плюс 4, по-моему, влога еще в монтаже. То есть просто какое-то безумное количество. Мы задерживаемся из-за переводов. Наверное, все-таки как-то я буду сейчас реформировать эту систему. Возможно, придется отказаться от переводов на испанский и португальский, задействовать большее количество переводчиков на английский язык, потому что большинство зрителей все-таки на канале, даже на влоговом канале у нас, это 40%, это из Америки. Потом там Бразилия, Мексика и Россия только на 3-м месте, по-моему, с 10% зрителей. Это очень странно, конечно. Ну, вот такая ситуация, как бы хочется зрителям угодить по возможности максимально. Но видите, мы работаем чуть-чуть быстрее, чем лучше, чем переводчики, которых я смог найти. Точнее, чем переводчик. Возможно, поищу еще. Ну, в общем, как-то эту систему надо, конечно, реформировать, потому что отставание по влогам безумное. И, наверное, не всегда даже интересно смотреть то, что у нас происходило в ноябре, когда на улице уже февраль. Ну да ладно. Дальше, как мы отмечали сам 1 миллион подписчиков, вы увидите во влоге. Мы посидели дома, потому что на улице была дождливая погода, и решили, что да вот на днях там вот будет солнечно, и мы поедем вот в классный ресторан, возьмем с собой ребят. Мы узнали, что этот ресторан Pets Friendly, можно взять с собой ребят в Букакаторскую бухту, поедем, вкусно поедим, с красивым видом, с хорошей температурой, и тут раз, и нас закрывают на карантин. И, в общем, основное празднование у нас откладывается до неизвестного времени. Ну, такова жизнь. Видите, в очень странное время мы живем, и приходится подстраиваться под ситуацию. Все мы любим Динчика, но рано или поздно он уйдет на пенсию и в роликах сниматься не будет. А Джей останется главным актером канала. Думали ли вы о смене названия канала? Или название навсегда останется прежним? Во-первых, конечно, Дин не будет сниматься всегда. И несмотря на то, что он любит сниматься,
Особенно вот сейчас с появлением Джея это видно, потому что когда мы пытаемся снимать, допустим, Джея одного какие-то сцены, то это прям большое испытание, потому что Дин приходит такой, вытесняет его, говорит, не-не, давайте я лучше здесь снимусь, я лучше знаю, как это сделать. Поэтому часто приходится, там, допустим, с Любой отправить Дина гулять и вот с Джеем по отдельности снимать какие-то сцены. Ну, конечно, понимаем, что мы Дина не будем снимать вечно, потому что, конечно, он сейчас устает от всего этого сильнее, и постепенно он выйдет не будет сниматься видео. Но я не знаю, когда это произойдет, я не знаю, что будет. Может быть, мы вообще перестанем снимать видео в какой-то момент, да? Может быть, я не знаю, мы будем снимать сериал на Netflix. Я не знаю, чем мы будем заниматься через там, год, через два. Вот есть какие-то цели, да, но нет пока понимания, когда это произойдет, что будет дальше. И загадывать поэтому не будем. Но точно название канала мы менять не будем, потому что если вы внимательно читали контракт, который Дин заключил с Джеем, то там указано настоящее имя Джея. Это Докси Дин Джуниор. Сокращенно Джуниор или совсем сокращенно Джей. То есть я думаю, что Джей имеет полное право оставить название канала как было. Так что канал мы переименовывать не будем. Канал будет всегда называться вот так, как называется сейчас. Плюс это название у нас выбито и на серебряной кнопке, это название будет выбито и на золотой кнопке. И не вижу никакого смысла что-то менять. Мне очень нравится название. И это будет всегда память о Дине и о его достижениях, о том, как он сделал мир лучше. А я убежден, что Дин, конечно, сделал мир лучше. Любит ли Джей сниматься? Ну вот я немножко начал, да, рассказывать о том, как у нас проходят съемки. Джей очень любит сниматься. И Джей такой прикольный. Вот даже если мы не собираемся снимать его, да, вот сегодня только Дин снимается. Вот что-то у нас было, Дин такой сидит на столе. Вот, мне кажется, вот эта фотография, которая вот сейчас на обложке трансляции, где Дин и Джей вместе, как будто бы блогеры, да, на зеленом фоне. Мы тогда снимали только, Дина вообще планировали поснимать. Но этот же настойчивый парень пришел, сел под стулом, мешался под ногами и всячески показывал, что он тоже хочет посниматься. И хочу сказать, что он очень настойчивый. И вот он не мытьем, так катанием, он всегда проникнет в кадр, всегда проникнет в видео, ему это очень нравится. И он, конечно, вообще не представляет свою жизнь иначе, не представляет жизнь без съемок, потому что для него это, у него так было всегда. Если у Дина, конечно, были ранние детские года без съемок, то у Джея съемки были всегда, и он воспринимает их как очень важную часть своей жизни, как мне кажется, и ему это очень нравится. Вот, и да, с такой упертостью, как у него, я думаю, что он вообще мог бы стать актером голливудского уровня, вот просто его выгоняют в дверь, он залезает в окно. В общем, Джей молодец. Джей очень хороший. Так, хулиганят ли пацаны? Вообще очень хороший вопрос. До конца мы не знаем, потому что вот как бывает, что мы уходим, там мусор выкинуть, возвращаешься, слышно, что они гавкают там между собой, носятся. Это нормальное явление, да? Но ты только открываешь дверь, и тебя встречают такие две пасочки, которые сидят вот абсолютно идеальные. Дома ничего не напакощено. Не было у нас каких-то таких серьезных эксцессов, чтобы они что-то натворили. Хотя они регулярно остаются вдвоем. То есть, тьфу-тьфу-тьфу, Дин у нас в детстве пакостил достаточно много, а Джей как-то, не знаю, как-то не пакостит. Ничего не рвал у нас. Пару раз тапки Ирины, да, в Ростове еще воровал, но быстро понял, что этого делать не надо и перестал. То есть ребята молодцы, то есть и с друг другом они нормально остаются, и по одному, если остаются, не пакостят. То есть нам в этом плане очень-очень повезло. Я очень этому рад. То, что они там отбирают у друг друга игрушки или что, я не считаю, что это они пакостят. Это просто у них такая игра и так далее. Джей обзавелся уже своим гардеробчиком. Вот это, конечно, больной вопрос. Я думаю, что у Джея прям, конечно, есть по этому поводу даже небольшие комплексы, потому что у Дина огромный гардероб, а у Джея буквально там пара маек, и здесь мы ему прикупили пару кофточек. Потому что здесь выбор не очень большой.
ветеринарке. И вещей у него мало, это первое. А второе, то, что сам Джей такой маленький. Он меньше Дина гораздо. И то есть ему уже 8 месяцев, я думаю, что он и не вырастет сильно. То есть вещи Дина на нем прям висят. Ну, для сравнения, у нас Дин весит там до 8 килограмм, там 7-8 килограмм, то Джей, наверное, весит сколько? 3,5, 4, около 4 недавно вешал. Да, 3,5-4 килограмма. Он вообще, Джей крошка. Я клоска маленький. Вот, и поэтому с гардеробчиком у него, конечно, проблемки. Ну, я думаю, приедем сейчас в Ростов и что-нибудь ему прикольного прикупим, потому что, конечно, и в роликах сниматься нужны какие-то классные шмотки. Ну и вообще, думаю, Дину немножко завидую. Дин, конечно, ему и надо там что-нибудь выделить, что уже устарело и вышло из моды, но все равно Джей пока в этом плане, конечно, отстает. Но у Дина вы, наверное, видели, у нас в шкафу целая створка, даже здесь отведена под его вещи, а дома так вообще, мне кажется, целый шкаф. Вообще, как всегда, вот мы уехали сюда, в Черногорию, взяли вот максимум вещей, мы вот сидели, прям выбирали, так, да, нам вот этого нам хватит, больше не нужно, все, вот выше крыши вещей взяли. Первый же ролик снимаем, нужна нам какая-то вещь, а она в Ростове. Ну, это как всегда. То есть невозможно взять все, что нужно. Тут либо все берешь, либо нужно смириться с тем, что что-то нужное ты наверняка оставил дома. Так, и в очередной раз, значит, спрашивают, является ли Джей папой и сыном. Нет, они вообще не родственники. Насколько я знаю, что питомник, где мы брали Дина, уже вообще не разводит такс. И то есть линия Дина, она как бы вообще прервалась, скорее всего. Но, может быть, какие-то его там братья, сестры, дальние и так далее. Но вот более близкие к нему родственники, их уже как бы нет, не найти. Они не родственники, они из разных питомников. Как вы знаете, Дин у нас кастрирован. Вот, поэтому нет. И часто задают вопрос, нет, мы не клонировали Дина и не планируем клонировать Дина. То есть Джей это самостоятельный член общества, с Дином генетически не связан. В обычной жизни мы их всем говорим, что они братья. Ну, собственно, как оно и есть. И чаще всего прохожие даже говорят, что, ну, спрашивают, что Дин не папа, а говорят, что это мама и сын, да? Ну, не знаю, у Дина, конечно, утонченные черты лица, но мне кажется, что на маму он сильно не похож. Ну да ладно. Так, сейчас у нас начинается блок вопросов про тренировки. Как проходят тренировки Дина и Джея? Сколько раз в день и какой продолжительности? Ставите ли вы какие-то конкретные цели на тренировку? Каким новым команд научили Джея? Дать совет по тренировкам. Много вопросов в одном. Чаще всего у Джея и у Дина одна тренировка в день. Ну, когда приезжала тренер Ксюша, вы уже видели, да, видео, по-моему, как она... Ой, это что, спойлер, да? Ну вот забудьте, что было. Вот увидите скоро ролик. А? Очки надо надеть. Ага, да. Все, забудьте это. Вообще, обычно Джей и Дин занимаются один раз в день. Попеременно у них иногда совместная тренировка, когда они учат какие-то совместные трюки, учатся там синхронно работать. И, там, допустим, через день бывают отдельные тренировки. Дин очень сильно завидует, и не завидует, а как бы встревает в тренировку Джея, и поэтому, если мы тренируем сегодня именно Джея, то с Дином уходим гулять, потому что Дин не понимает, что это вот возможно, что он не принимает участие в тренировке. Тренировки не очень долгие, там, я не знаю, максимум там по полчаса, такие тренировки, пока как бы все вкусняшки не кончатся. В этом деле, в тренировках, самое главное не количество и не продолжительность тренировок, и не их сложность, а регулярность. Заниматься надо регулярно. Это вообще во всех делах так работает. Я не
устаю повторять, что и на YouTube мы успеха добились только потому, что мы снимали регулярно. Неважно, там раз в неделю, раз в 2 недели, там, но мы делаем это регулярно, постоянно. Это постоянство дает плоды. Точно так же и в тренировках. Это вот главный совет будет, нужно делать это регулярно. Раз в день по 15 минут – отлично. Там 2 раза в неделю по полчаса, там, 3 раза в неделю по полчаса – отлично. Но не надо делать так, что вы занимаетесь там 2 часа, вот сегодня занимаетесь, а потом занимаетесь там через 2 недели. Да за 2 недели собака уже как бы все забудет. И, ну, это так не работает. Нужно регулярно, по чуть-чуть. Вообще Джей огромный молодец. Джей очень умный. У него, конечно, есть вот, знаете, то есть мы привыкли уже работать с Дином, и мы Дину практически говорим там: Дин, давай, тебе надо взять вот это, принести, кинуть вот сюда там. И Дин, ну, там, раз, что-то, ага, понял, и делает. С Джеем, конечно, пока сложнее, ему это все сложнее дается, но он очень старается, и это так прикольно, когда ты ему что-то пытаешься показать, пытаешься объяснить, и вот он вообще ничего не понимает, он на тебя такой смотрит этими глазками, а потом, когда до него доходит, и как будто лампочка в голове зажигается, он такой: вот что от меня хотели, и он такой счастливый, что у него получается. Вообще Джей уже знает 27 команд. Вот мы сели специально перед этим стримом, посчитали, и сами просто офигели, 27 команд уже. То есть просто это начиная от каких-то там простых, там сидеть, лежать, стоять, там, сидеть, лежать, стоять, там, голос и так далее. Кстати, про команду голос интересно, сейчас чуть попозже расскажу. Так и довольно специфических там команд, это там держать во рту, обходить препятствия, 8, змейка и так далее. То есть он знает просто безумное количество команд. Наверное, надо снять какой-то шот с этим на YouTube, чтобы это все показать. Может быть, во влоге это покажем, не знаю. В общем, надо показать. Спасибо, что сакцентировали на это внимание, потому что я реально даже не думал, что он настолько много команд уже знает. Джей, конечно, молодец. И теперь расскажу про команду «Голос». Во влоге, наверное, видели, что мы еще в Ростове научили Джея гавкать по команде «Голос». Это прям было очень сложно, он ни в какую не хотел гавкать. Но пока вот этот был у нас перелет, мы прилетели сюда, пока с вещами, нарушили регулярность тренировок. И Джей напрочь забыл команду «Голос». И то есть мы начали с нуля, считайте. То есть с нуля начали его обучать. И у нас ничего не получалось. Он никак не хотел лаять. Пока однажды Ира не проходила мимо него со сковородкой. И он что-то так на нее смотрит с удивлением. И она показывает ему такая: «Сковородка!» И он как раздался лаем. Вот. И, в общем, это был тот момент, когда мы его заново научили лаять. И команда очень долго у нас была «Сковородка». Это выглядело достаточно тупо, что Ира говорит ему «сковородка», а он лает. Ну, были и свои плюсы, зато Дин на эту команду не лаял. Вот. Но сейчас, конечно, мы его уже переучили на команду «Голос», потому что Дин уже смекнул, что за сковородку нужно лаять, и, собственно, разница между сковородкой и голосом уже все плюсы сковородки исчезли. Ну, в общем, как вывод, Джей огромный молодец, Ира огромный молодец, потому что большую часть времени занимается с Джеем, конечно, Ира. У меня не всегда хватает терпения, именно я не могу вот так монотонно отрабатывать какие-то команды, да, там сидеть. Вот, ну, мне сложно заниматься такими монотонными делами, а у Иры очень хорошо получается. Она очень сильно в этом прокачалась за последние годы. То есть и с Дином она классно управляется, и с Джеем, и Джей тоже большой молодец. Чем Джей радует? Ну, вообще Джей радует всем. То есть он вообще красавчик. И мы его очень любим. Дина, конечно, любим гораздо больше. Только Джею этого не говорите. Они спят, уже не слышат. Джей вообще очень радостный и очень солнечный. Он очень прикольный. То есть мы его называем мистер Позитивчик. Потому что вот реально от него веет позитивом. Если Дин такой серьезный пес, знаешь, он такой ходит, такой носом тебя тыкнул, типа: «А давай отойди-ка, мое место здесь»,
то Джей такой радостный, бестолковый, прибегает, там, нападает на тебя, облизывает. То есть мы зовем его реально мистер Позитивчик, потому что он всегда вот такой счастливый, жизнерадостный, и этой жизнерадостностью делится со всеми. В общем, Джей классный и радует нас. Я вообще очень боялся брать вторую собаку, не знал, как у нас с ней сложится, не знал, каким он будет, не знал, как у Дина с ним сложится, но в итоге все получилось. Вот сейчас уже по прошествии там, полугода, да, ну просто идеально. Мне кажется, тьфу-тьфу, что лучше даже быть не могло. То есть, если бы я знал, что Джей будет таким, что у нас все так получится, то я бы ни секунды не сомневался, что нам нужна вторая собака, что нам нужен Джей. То есть сейчас, конечно, уже свою жизнь без Джея не представляю. Как реагируют на других собак? Видели ли змей, овец и так далее? И кошек. Ага, и кошек. По поводу овец. Мы с Ирой тут недавно гуляли в Бечиче, видели овец, а вот, по-моему, пацаны их не видели, мы одни гуляли. Ну, Дин с овцами знаком, у нас на Первом канале, по-моему, были эти ролики. Ну, Дин их даже немножечко там попас, то есть знает, как с ними общаться, а Джей никогда еще не видел их, поэтому не знаем. На других собак Джей реагирует с интересом, Дин индифферентно. То есть он бы, конечно, наверное, скажем так, да, он научился как бы их игнорировать, но я не могу сказать, что он их любит. То есть он какую-то собаку к нему подойдет, там может ну, нормально с ней понюхаться, а какую-то собаку может там на нее неадекватно реагировать. Мы поэтому стараемся с другими собаками их не сводить. То есть наш тренер говорит, что вообще вот эта вот тема, то, что собаке нужно играть с другими собаками и так далее, это, конечно, мифы, потому что если вы достаточно времени уделяете своей собаке, то это не обязательно для нее. Ей достаточно общения с вами. Тем более они есть как бы друг у друга, поэтому мы стараемся не проверять. Джей, конечно, с интересом к собакам другим относится, но Дин, скажем так, с подозрением. Вот, с подозрением, хорошее слово. Исключение, конечно, такспарад почему-то. На такспараде, видимо, Дин понимает, что он находится в центре внимания, что нужно вести себя идеально. И вот на такспараде он ведет себя немного по-другому, то есть более лояльно. А так, да, то есть может вести себя непредсказуемо с другими собаками. Поэтому одна из причин, почему в наших роликах другие собаки не снимаются. Так, видели ли змей? Змей мы не видели, надеюсь, змеи еще спят, потому что я змей очень сильно боюсь. Я не знаю, если я увижу змею в дикой природе, что со мной будет. Я вообще много чего боюсь, змей в том числе. Но вот у нас на горе здесь, вы видели, наверное, в роликах, да, вот эта гора, как мы идем, поднимаемся к машине, у нас там столбики такие разделительные, и в этих столбиках ямки, и в этих ямках живут лягушки. Притом они выползают оттуда, выползали, когда вот осенью, в начале осени, когда шли дожди, они оттуда выползали, и Дин просто за ними устраивал охоту. То есть он прям ходил каждую норку, там нюхал. Джей, конечно, не понимал, что он там ищет. И, по-моему, Джею так и не повезло с лягушками встретиться. А вот Дин очень упорно ходил, каждую нюхал норку и находил, когда лягушку, то есть сидит лягушка, он к ней подходит, нюхает ее и такой носом тыкает и не знает, что с ней сделать. Вот, дальше тыканье носом у нас не заходило, но уже прошло, там, не знаю, сколько мы, 3 месяца в Черногории, да, и вот 2 последних месяца, видимо, лягушки в спячке, то есть он все равно идет настойчиво и нюхает все столбики, ждет, когда они проснутся. На кошек оба не реагируют. То есть Дину вообще нет никакого дела до кошек, то есть что они есть, что они нет. Джей, до того, как мы его забрали, он жил в доме с кошками, поэтому, видимо, он привыкший к ним, тоже достаточно спокойно к ним относится. То есть мы на улице достаточно близко, здесь вы знаете, в Черногории очень много вот этих котов побережных, да, они на побережье живут. И спокойно мы гуляем, не доставляют никому они дискомфорта, вообще никаких проблем с кошками у нас нет. Вот нам сейчас очень интересно, когда мы вернемся домой в Россию,
и поедем в деревню, мы обязательно возьмем с собой Джея, конечно. И вот как Джей будет реагировать на, допустим, на гусей, на уток, на кур. То есть вот это интересно. Вот это будет интересно. Обязательно снимем про это влог. Надеюсь, что когда-нибудь выпустим. Так, следующий вопрос. Что больше любят из еды, Дин и Джей? Не знаю, что они больше всего любят. Знаю, что они едят сухой корм. Вроде им обоим нравится. Вы знаете, что у Дина масса, конечно, проблем по здоровью, начиная от его аллергии, заканчивая мочекаменной болезнью. Поэтому мы сами не способны подобрать ему натуральное питание, которое бы удовлетворяло его полностью, да, чтобы и аллергии не было, и там для того подходило, и для того подходило. К счастью, нам удалось найти такой корм, который вроде бы подходит ему хорошо, Дин себя чувствует хорошо, и вроде бы все хорошо. И поэтому Джей из солидарности ест тоже сухой корм, другой, конечно. И в качестве вкусняшек тоже используется сухой корм, поэтому в этом плане все достаточно строго. Но мне кажется, что это было бы вообще как-то некрасиво, что если бы Дин был на такой суровой диете, да, а Джей трескал какие-то вкусняшки. Поэтому все строго. Ну, в качестве солидарности мы тоже себя посадили на диету. Может быть, даже видите, я немножечко похудел за последнее время. В общем, можно сказать, что мы всей семьей, все на диете. И в том числе и пацаны. Также продолжение этого вопроса. Черногорская кухня – это мясо в мясе под мясным соусом. Ну, это точно замечено. Это вот прям моя кухня на самом деле. Дин и Джей попрошайничают с вашего стола. Ну, как попрошайничают, да? У нас тут не очень удачно, конечно, организована система со столом. Мы едим в зале вот за вот этим столом, который вот здесь сейчас все установлено. Он достаточно низкий. И здесь диван расположен. То есть они, когда мы едим, могут спокойно подойти там на диван, сидеть на коленях и так далее. Но нет такого, что они лезут к тебе в тарелку там, или пытаются у тебя что-то украсть. То есть ну, могут сесть, потравить себе душу и так далее. Но как бы каких-то жестких случаев там нет, не бывает. То есть они к своей диете, я надеюсь, привыкли и справляются с этим. Как в Черногории дела с вакцинацией от короны? Вообще классный вопрос. Потому что вы, наверное, видели по Первому каналу. По Первому каналу идут репортажи о том, что там передали сколько-то количество вакцин спутника Ви сюда. Ну я просто не знал, как на следующую страницу перейти. Не умею я iPad'ом пользоваться. Это Ирин iPad. Я им пользоваться не умею. Прошу прощения. У нас, значит, в Черногорию сюда завезли, по-моему, 2000 вакцин спутника. Это как гуманитарная помощь от Сербии. То есть Россия передала вакцину Сербии, Сербия передала Черногории. И, по-моему, 500 вакцин передали, Россия передала. То есть всего это в сумме 2500 вакцин. То есть, конечно, ни о какой широкой вакцинации речи даже близко не идет. Там, наверное, медиков прививают, спортсменов, может быть, международников, которые сейчас в каких-то соревнованиях участвуют. Может быть, еще кого-то. Но точно не нас. И я не думаю, что в ближайшее время будет достаточное количество вакцин здесь, поэтому, вероятнее всего, здесь нам привиться не получится. Хотя это был бы интересный финт ушами, что можно было бы, допустим, первый компонент вакцины поставить здесь, второй уже дома поставить, и таким образом как бы сэкономить время. Ну, посмотрим. Посмотрим, в принципе. Насколько я знаю, дома уже вакцинация набирает обороты, и даже в Ростове у нас открыли мобильный пункт вакцинации, который мне нравится гораздо больше, чем вот это идти в больницу и тусить там с реально заразными людьми. Ну, в общем, маловероятно, что у нас получится привиться здесь. Вот еще несколько вопросов из комментариев. Надеюсь, что это все. В плане того, что я еще что-нибудь здесь не потерял. Как они купаются в ванной и любят ли вообще купаться? Носятся ли после купания? Ну, проносится, видимо, про Джея. А вообще они купаются без проблем. Здесь единственное, в этой квартире не очень удобно сделано. То есть
чтобы купать их, у нас здесь душевая, типа кабина, да, такая сделана из плитки, почти такая же, как у нас дома, но у нас дома, конечно, продуманнее все сделано. Здесь, чтобы искупать собаку в душевой, нужно разуться, нужно пройти в саму душевую и там уже купать. То есть не очень удобно. Поэтому я разработал систему другую. То есть чаще всего, когда они достаточно чистые, Дина купаем в биде, а Джея купаем в раковине. Достаточно удобно на самом деле получается. Звучит, наверное, как-то странно, но на самом деле это гораздо удобнее и проще, чем на словах звучит. Надо это во влоге снять, как я это делаю. Купаются вообще без проблем, при том, что с шампунем в ванной без проблем купаются. Дин выступает для Джея таким примером, и то есть для Дина купание никогда не было проблемой. И Джей просто видел, что Дин купается там, ну если не с радостью, то вполне вот нормально. Он на это смотрит и копирует его поведение. И то есть Джей тоже купается прекрасно, никаких проблем с купанием у нас нет. После купания, конечно, если Джея хорошо искупать, хорошо его полностью намочить, то он носится как угорелый просто. И у нас никак не получается даже это запечатлить, потому что, я не знаю, на телефон, наверное, надо снимать, потому что такой туда-сюда. Вот как помните, в каком-то влоге было, как он носился по кровати, так он сейчас носится по комнате тоже. Но Джей прикольный, Джей прикольный. Вообще мы прикалываемся, что у Джея очень много разных личностей. И вот эта личность, которая, когда он выходит с ванны, это он Джей водяной псих Джей. То есть он выходит и бесится. Еще одна из его личностей это ночной псих Джей. То есть это он бесится перед сном. Бывает утренний псих Джей. Бывает Джей сонный Джей, Джей красавчик Джей и так далее. То есть личностей масса, я не знаю, мне кажется, личностей 10. Про это скоро выйдет пост, про первые 3 его личности. Так, и также еще купаются, как они в море, потому что купаться же можно не только в ванной, но можно купаться еще и в море. Как вы знаете, что в прошлом году, допустим, и раньше Дин вообще не любил купаться в море. А сейчас, не знаю, что-то изменилось. Либо такая погода хорошая была, когда мы сюда прилетели в ноябре, и он реально сидит на солнце, греется, 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 и в какой-то момент подходит к воде и такой смотрит на тебя, ну что, может быть, искупнешь меня? И то есть он реально с удовольствием, понятно, что он не купается очень долго, но он с удовольствием окунается в воду, проплывает, охлаждается и идет дальше, загорает. То есть Дин как-то этим купанием проникся немного больше, Джей еще не распробовал. То есть он тоже плавает нормально, но мне кажется, что ему не очень нравится. Ну, посмотрим. Чем Дин и Джей похожи и чем отличаются? Это следующий вопрос. Но вообще, конечно, они очень разные, несмотря на то, что Джей там копирует его в каких-то вещах поведения, иногда даже не понимает, зачем он это делает. Было очень смешно, когда еще Джей не умел оттряхиваться. Допустим, Дин вылезает из-под одеяла, да, и обтряхивается. Джей смотрит на него, обтряхивается тоже, и это прям видно, читается у него в глазах, что он не понимает, а зачем я это сделал. Вот. Но, несмотря на это, конечно, у них очень разные характеры. Джей, он такой, знаете, у него даже в глазах написано, что он такой, мы их называем король и шут. То есть Дин такой гордый, важный, а Джей такой маленький дурачок. И даже, допустим, как он ведет себя с прохожими. То есть если Дин там проходит мимо горделиво, да, если его подзывают, то он так может мимо пройти, типа, а что я буду к вам подходить? То Джей просто не пропускает ни одного прохожего. То есть он подбегает, останавливается и вот так вот в глаза заглядывает прохожим. Ну подойдите, погладьте меня. И то есть наши прогулки это, конечно, нечто. Дальше, допустим, Дин у нас вообще не смотрит ни в отражение в зеркале, ни телевизор. Притом даже звуки в телевизоре он не воспринимает. Джей, видимо, до сих пор не понимает, что это такое. То есть он до сих пор интересуется и зеркалом, и телевизором, может сесть с нами смотреть кино. И особенно он обожает смотреть наши же ролики про себя и Дина. То есть, видимо, он смотрит, что там какие-то собаки, и смотрит прям с огромным интересом. Ну и также по мелочи, там, допустим, Джей жаворонок, а Дин сова. То есть Дин может спать до 10 часов, а Джей в 7 утра с лучами солнца просыпается и требует внимания. Джей обожает массажи, да, когда его гладят там все, а Дин их ненавидит. Дин мерзля, а Джею всегда жарко. Ну, то есть вот так вот можно очень много привести отличий.
Ну и, конечно, можно очень много там одинакового чего-то привести. То есть, если вы хотите найти в них отличия, то вы найдете массу отличий. Если хотите найти в них что-то общее, то найдете массу общего. Но однозначно они очень разные, у них очень разные характеры, и они, конечно, ну, индивидуальные личности, скажем так. Вот вопрос, значит, теперь вопросы из чата. Ответил я уже про вакцинацию. Про черногорский язык. Нет, по-черногорски мы не говорим. Ну так, на каком-то бытовом уровне, то есть можем там спросить, как дела, попросить помощь в магазине, там, треба помощь, баркода нема и так далее. То есть этот язык черногорский, он очень похож, достаточно похож на русский, на какой-то старорусский, еще больше он похож на украинский язык. И он достаточно прост для понимания, то есть и очень достаточно просто читать, достаточно просто понимать, но мы его не учим специально. Как бы я не вижу своего будущего, допустим, постоянной жизни в Черногории, и поэтому даже не заморачиваюсь по этому поводу. Ира меня поддерживает, то есть язык мы не учим. Конечно, если бы мы еще, мне кажется, пару лет здесь позимовали, то, конечно, мы бы его выучили. Ну, пока наши познания достаточно слабые. Пользуемся переводчиками и так далее. Ракия или сливовица? Что вам больше понравилось? Ничего мне больше не понравилось. Я вообще не фанат крепких напитков, но вот местное вино – это просто нечто. Я не знаю, как им так удалось это сделать. Я говорю конкретно про Плантеже, вино Плантеже. Насколько я понимаю, что в России оно находится под санкциями, это вино, и в Россию не импортируется, но оно просто офигенное. Мы попробовали много местных вин, попробовали и македонские вина там, и так далее, тыквич, еще что-то. Ну, я плохо запоминаю эти названия, но вот Плантеже это просто высшее. Особенно мне очень нравится красное вино Прокорт. Вранак Прокорт. Вранак это местный сорт винограда, который растет в Черногории, ну вот здесь вот, в этом регионе. В общем, мне больше нравится красное сухое вино. Это мой напиток, и я ни ракия, ни сливовица, ничего... Вранац, да, прошу прощения. Да, Крстач и Вранац. Ну, кстати, Крстач мне вот не очень. Вранац шикарный, вот Прокорт. Вранац Прокорт хорош, а Крстач не очень. Из белых вин мне больше нравится шардоне местный. Вот местный шардоне, Плантеже тоже, он шикарный. Да, вот они великолепные. Я очень надеюсь, тут ходят какие-то слухи, какая ситуация произошла с этим вином. Из-за короны, из-за того, что были закрыты рестораны, притом не только в Черногории, но и в Сербии, там и во всех ближайших странах, у завода Плантеже очень большой перевыпуск вина. То есть слишком много они произвели вина и не знают, что с ним делать, терпят убытки и так далее. И тут ходят слухи, что при посредничестве Сербии, что, возможно, сейчас будут вино Плантеже реэкспортировать через Сербию в Россию. Это очень интересно будет, смотря какой будет ценник у этого вина. Если там в пределах 500-600 рублей за бутылку, то я думаю, что конкурентов у него для меня лично по вкусовым качествам и по качеству в целом вообще не будет, потому что вино отличное. Звучит как реклама, да? Как реклама Плантеже. Ну ладно, раз уж заговорил про рекламу, этот вопрос часто мне задают. Вот все, что не попадается на глаза в наших роликах, особенно во влогах, это все реклама. Что нам за все проплачено и так далее. У нас на канале и на первом, и на влоговом канале еще не было ни одной рекламной интеграции. То есть ни за одно видео, ни за один продукт нам не было еще заплачено. То есть мне постоянно пишут, там, я не знаю, мне пишут по несколько предложений в неделю. Но пока еще ничего интересного, такого, про что я реально был готов бы снять интересную, крутую рекламу, мне не поступило. И поэтому пока такого предложения не будет, рекламы на наших каналах не будет. Когда будут интересные предложения, конечно, будет какая-то реклама. Все эти видео будут помечены как рекламные. Будут стоять галочки там такие специальные на YouTube. Но пока все, что я рассказываю, мне ни за что не было заплачено. Это полностью мое личное мнение. И то есть вот Плантеже шикарное вино.
Дроны DJI шикарные, камеры GoPro шикарные, камеры Sony, на которые я снимаю, шикарные. Это мое личное мнение. Ни за что это не было мне заплачено. Просто меня немножечко бомбит уже, потому что утомляет. Вы, наверное, этого не видите, потому что я, плохие комментарии, такие. Комментарии на YouTube я, конечно, подтираю, потому что это мой личный забор, и что хочу на нем, то и пишу. То и должно быть написано. И поэтому этого не видите. Но на самом деле, конечно, негативчик есть. Меня он не трогает, я уже старый солдат, но все равно. Сколько плантаже стоит в Черногории? От магазина к магазину цена разнится. Ир, подскажи мне, сколько плантаже стоит? Плантаже сколько стоит? Смотрите, вот обычное вино, то есть шардоне, савиньон, вранац там, и так далее, они стоят где-то 2,85-3,05 евро за бутылку. 0,7 бутылка, 0,75, по-моему, бутылка. Есть у них серия попроще, да, тоже там в литровых бутылках, без пробки открывающейся. Они вообще, по-моему, литровые бутылки там по 1,5 евро или по 2 евро. Ну, что-то вообще смешная цена. То есть она, конечно, сейчас может быть... Да, мое вино вот называется. Оно сейчас может быть чуть дороже, да, потому что курс евро, конечно, неприличный, совершенно неприличный сейчас выходит на российские рубли. Но в прошлом году оно вообще какие-то копейки получалось. То есть вот это мое вино, там 2 евро, да. Там, по-моему, Крстач тоже в литровых бутылках есть. То есть он выходил в прошлом году, то есть сейчас он выходит там 200 рублей, да, а в том году выходил вообще там 140 рублей. Ну, то есть, и я вам говорю, такого качественного вина у нас за такие деньги не купить. Возможно, я думаю, что у них как бы не такие высокие акцизы здесь на алкоголь, потому что никаких акцизных марок, ничего на вино не крепится, и поэтому такая цена. И, насколько я знаю, даже очень многие люди уезжают отсюда, то есть приезжают, поживут какое-то время, а потом жены увозят своих мужей обратно в Россию, потому что здесь слишком дешевое вино, и многие люди, к сожалению, спиваются. Ну, отчасти я их на самом деле могу понять, потому что вино просто великолепное. Вообще, еще интересный момент, то что мы когда вернули свою машину и достали свои вещи, у меня в кармане в куртке был чек. Когда мы покупали сувениры, мы закупили, по-моему, вино, прошут и так далее, когда собирались домой возвращаться, когда потом машину в Болгарии бросили. И вот когда мы вернули нашу машину из Болгарии сюда, в Черногорию, достали там куртки, начали проверять, и вот в кармане нашли чек. Как раз на вино, на паршут и на все. То есть прошло больше полугода, а цены не изменились вообще. В Черногории, как вы знаете, используется валюта евро. И вероятно, что, насколько я знаю, валюта очень стабильна в плане того, что у них особой инфляции в еврозоне даже нет, наоборот, дефляция. Так что цены в евро цены не изменились вообще. Но цены, конечно, в рублях выросли. Цены в рублях выросли, потому что в том году, когда мы здесь были, евро был по 70, по 73, по-моему. Сейчас евро по 93. То есть очень серьезное, конечно, изменение. И когда перевожу, конечно, из евро в рубли, сам ужасаюсь, насколько это все дорого. В общем, подытоживая, планы вы наши поняли. Мы, вероятно, проведем все-таки этот год в России, потому что все-таки путешествовать и жить в другой стране сейчас, во время вот этой всей короны, не очень комфортно, не очень удобно. Очень сложно было придумать, что делать с визаранами, потому что постоянно менялись вот эти все правила. То нужен тест, то не нужен тест. И, в общем, мы в конце пришли к выводу, что нам вообще пришлось делать вид на жительство. У нас сейчас есть вид на жительство в Черногории. Об этом всем я подробно расскажу в одном из ближайших влогов. И кучу денег просто уходит на то, чтобы противостоять вот этим всем коронным вот этим делам. Просто огромная куча денег. И нервов в том числе. И поэтому, наверное, я так понимаю, что слежу за темпами вакцинации по миру, что этот год еще ничего хорошего нас не ждет. Поэтому, наверное, этот год, то есть мы поживем в России, позимуем, наверное, в Сочи.
Ну, а там будем смотреть. Может быть, все будет на самом деле хорошо, и, может быть, и поедем куда-то. В общем, посмотрим. Пока наши ближайшие планы – это понаслаждаться весной, потому что у нас уже весна, даже, может быть, лето, можно сказать, потому что сегодня было плюс 17 градусов, вода уже чистая, прозрачная. Я думаю, что если 26-го снимут ограничения, то мы уже начнем купаться вовсю, опять поплывем на сапах. То есть у нас сейчас планы – это, конечно, насладиться весной и бодрыми, энергичными поехать домой, провести прекрасное лето в Питере, снять много крутых видеороликов, а там посмотрим, что будет. Большое спасибо, что вы были с нами, что посмотрели трансляцию. В общем, пока-пока. Пока-пока.